Лен, привет. На самом деле, я вчера смотрел очень много твой матч, и мне показалось, что ты так выглядела уверенно на грунте, хотя Австралия у тебя была, не так много было времени подготовиться к грунту. Как ты так успела вообще уже чувствовать себя настолько уверенно на корте? Ну, я рада, что так казалось. В целом, конечно, это не совсем мой лучший матч, конечно же, первый матч, и достаточно было непросто, нервно, но в целом согласна, что, может быть, для первого это было неплохо. Но есть все равно моменты, над которыми, конечно, надо работать. Понимаю. А смотри, как после Майами чуть-чуть потренировалась, полетела в Австралию, вернулась, чуть-чуть на грунте. Я даже не знаю, сколько у тебя там дней было на грунте поиграть и ехать на такой большой турнир. Ладно бы это был какая-то маленькая, которая может... Ну, как такое расписание? Как-то это нормально так? Тяжело же? Ну, конечно, очень тяжело. Расписание у нас и в целом... Пропустила Штутгарт, поэтому, чтобы хоть как-то успеть подготовиться. Но в целом я рада то, как мы сделали подготовку после Майами, так как я рано там завершила, у меня было время, то есть я немного потренировалась на грунте, вернулась на хард. После Австралии мы тоже посчитали, как можно позже туда приехать, чтобы не словить вот этот вот джетлаг. О, интересно. Да, то есть тактика. Там мне было сложновато первые дни, но в целом, возвращаясь, у меня ничего не было, то есть я хорошо, высыпалась, и нам удалось сделать еще неделю подготовки на грунте и еще пару дней здесь, вот, поэтому неплохо в целом. Чувствуешь себя хорошо. А у тебя, я слышал, новый тренер по ОФП. Насколько давно он уже с тобой, и может он уже внес какие-то новые изменения в процесс? Да, вот мы начали работать как раз-таки после Майами, и в целом мне пока все очень нравится, и он уже, принес какие-то новые... как это назвать? Введения какие-то есть, да, уже? Да, новые машинки, которыми, мы работаем. Ну, то есть в целом есть какие-то новые вещи, которые мне уже нравятся, и также он очень хорошо понимает физио, они на одном языке, он как остеопат тоже, то есть в целом мне нравится, что в команде такое хорошее у нас общение. Он еще не только тренер, по ОФП, он как-то биомеханикой там разбирается. Это сейчас очень такая новая история в теннисе. Да. И очень много людей просто не понимают, что значит биомеханика. Да, но в целом он очень хорошо разбирается в теле, в целом человека, он и медицинское заканчивал, чтобы быть и остеопатом, то есть вот я говорю, с физио они прям на одном языке, иногда не понимаю, о чем они там общаются, но в целом хорошая у нас такая коммуникация идет, и то, что мы уже успели сделать, конечно, это не так много, так как турниры, но в целом нравится. Понятно. Смотри, я смотрел вчера твой матч, вообще я много матчей смотрю, я не знаю, мне все время очень хочется, чтобы у тебя прям ты заслуживаешь очень многого, я хочу, чтобы ты просто выиграла все, что возможно, все, что можешь. Я смотрю на тебя на корте, и много кто бегает, кричит «Камон», «Бамус». Я знаю, что тебе, наверное, задавали это много раз вопрос, мне просто интересно даже самому. Бамус, вот ты выглядишь настолько спокойный, это действительно так? Или внутри все-таки как-то ты так думаешь, так, мне главное не показывать эти нервы? Нет, конечно, не спокойно, и, конечно, много эмоций, особенно вот в начале, и в целом вчера тоже такой длинный день получился. Выходишь на корт и понимаешь, что это вечер тоже, не играла еще ночные матчи. Плюс в начале чувствовала какую-то скованность. Мне кажется, это у всех одно и то же. Просто, может, на мне не так сильно это читается, но я думаю, что люди, которые за мной следят долго или просто играли со мной много раз, могут понимать, что есть какие-то все равно вещи, и они это все подмечают. Понятно. Смотри, я знаю точно, что, точнее, некоторые игроки на грунт, они как будто бы, я так выражусь, немножечко меняют свой стиль игры. Я бы сказал, где-то более надежно, где-то, если они очень агрессивно играют вообще в целом. Ты меняешь чуть-чуть, подстраиваешься или ты просто играешь на всех покрытиях, пытаешься просто играть от своего стиля, от себя самой? Нет, конечно, пытаюсь немного адаптироваться, потому что здесь больше терпения нужно в любом случае, больше уходить к сетке, но в целом, мне кажется, что сейчас, так как я еще не нашла свой уровень, на котором была, стараемся больше даже не над тактикой работать, а просто продолжать играть активно, не бояться выходить к сетке, потому что когда нет такой уверенности, и ты иногда лишний раз отстаиваешься на задней линии, то есть сейчас больше
на то, чтобы я свободно начала играть, и дальше, как только я почувствую свои удары, как только я смогу там из каких-то сложных ситуаций вдруг играть по линии, допустим, начать это делать, потому что сейчас более так надежно и, наверное, где-то местами не совсем уверена, но я думаю, что все придет с матчами, особенно сейчас на грунте только начали. Я заметил, на самом деле, как часто ты выходишь к сетке, это так круто. Вы видеть вот в женском теннисе, как бы это ни звучало, это очень круто, потому что действительно играешь активно. А на самом деле такой вопрос, у меня такая случайная информация появилась, что ты сдаешь на права. Нет, уже сдала. Сдала. Уже И как это сдала. все было? То есть ты, получается, сейчас живешь же ты в Дубае. Дубае, правильно? Да. То есть там уже будешь водить. Это будет для тебя вообще первое все, да? Ты ни разу не водила до этого? Ну, я уже получила права, получается, на предсезонке. Я 2 недели ходила в автошколу, именно старалась много часов откатать. Тут там до тренировок захватила чуть период, когда я не тренировалась. То есть уже права есть, и я в целом вначале так побаивалась еще ездить. Плюс в Дубае там очень часто есть и таксисты, которые Да, водят очень так... Неаккуратно. Неаккуратно, да, пропустишь какой-то переезд, уедешь минут на 10, но в целом сейчас уже езжу уверенно, уже одна, поэтому... И вот турнир, когда играли, я тоже ездила из дома, получается, на корты сама. Здорово. Лен, спасибо большое за твое время. Мы тебя поздравляем с победой, и мы тебе желаем, как я уже сказал, нет, наверное, так много людей, которым мы желаем настолько Спасибо. хороших результатов, чтобы у тебя все было хорошо. Спасибо большое. Удачи. Спасибо большое.